Приветствую всех вновь. Итак, 2025 год. Мы находимся в Екатеринбурге. Комплекс «Уральская усадьба» из двух объектов привезли. То есть всю зиму мы рубили, заготавливали лес. И сейчас вот у нас на заднем плане мы видим это дом, порядка 200 кубов. Второй этаж в Забир, Постенбимовский. И здесь у нас сейчас баня, 8 по ширине, 20 в длину, с бассейном. Очень интересная планировка. С пармастером мы ее разрабатывали. Потом коснемся, еще раз пройдем, все покажу. Вот. Ну что, у нас еще там будет в этом сезоне еще один объект. Будем собирать. Вот так все, в принципе, хорошо идет. Хотя есть нюансы по заказам, но работа пока есть. Будем снимать фильм, будем сейчас, так же, как мы обычно все это делаем, поэтапно все это покажем, как здесь будет установлено. Значит, несколько входных групп. Крыльцо одно, крыльцо вот там второе. В той стороне бассейн и также Постенбимовская терраса, открытая, выход на ту сторону, там шезлонги будут стоять. Вот тоже это потом все в процессе увидите. 30-сантиметровый вот такой бортик для коммуникаций. Вот здесь будет теплый пол, электрика, канализация еще может быть, хотя уже здесь все выведено, все заложено. Но в основном это вот для вот этой инженерии всякой. И плюс, чтобы удобно было подводить потом чистовой пол уже под сруб. То есть, чтобы ребята пришли, прежде чем делается заливка, вот тут удобно стоять, то есть сруб у нас будет собран, отбивается 0 лазерником, штробится фрезой штроба под пол, потом подливка идет у нас и заводится уже в эту четверть спокойно плитка. То есть финальный пол заводится прямо в сруб без плинтуса. Вот так как ребята парились у нас на предыдущих объектах, чтобы вывести вот этот вот 0 и завести как раз в сруб вот с полом была парилка. Здесь вот именно сейчас вот в таком варианте будет делаться. Все, начинаем сборку. Всем удачи, нам тоже. Погнали.
Подготовились к следующему этапу, к забросу окладного венца. Сейчас уложили подкладную доску, промазали ее лигнофиксом Stabil Extra на водной основе и сделали подложки. Ну вот здесь у нас сейчас уложена вот она наша подкладная лиственница с 5 сантиметров толщиной, сырая, правда, ну ничего, высохнет, зато просептированная. Внизу подложка, гидроизоляция отсечная Технониколь на рубероидной основе, наверное, скорее всего. Потом сверху подкладная лента, это вспененный полиэтилен, это тоже вспененный полиэтилен сантиметровой толщины. И доска у нас скрученная, чтобы сейчас она не елозила по фундаменту. Мы ее скрутили саморезами. И на внешке у нас, но здесь не видно, правда, сейчас. Здесь конфигурация укладки доски, она специфичная, чтобы не происходило прямого прохождения. То есть вот так просто доску положить, допустим, и к ней вот эту вот, так не пойдет, потому что здесь будет прямое прохождение холодного воздуха насквозь в дом. Поэтому здесь просто делаем со сбежкой, со смещением, вот, чтобы тепло, когда оно, холод, точнее, когда он заходит, он упирался в доску, вот здесь, которая выпускается. Или же делается такой вырез, вот в этой доске вырез, и сюда вставляется, то есть тоже, чтобы, ну, вот такой вот конфигурация сложная, и протыкивается утеплителем. Все.
Вот еще раз, как степлерим, как спиливаем табы, площадочки опорные под скрабинг. Быстренько пройдемся. Вот пазы, вот чашки. То есть все видно, что поднутрения небольшие у нас. 5 будем хвастаться. Ну, что ж поделать. Так делаем. Можно и похвастаться. Потом забиваем сюда утеплитель сантиметровой толщины джут. В 2 слоя получается нахлест. Вот, то есть 2-сантиметровый в итоге толщина утеплителя внутри пазов и чаш у нас. Что заполняет, позволяет заполнить поднутрение и прижаться, то есть даже задавиться, не давая проникнуть холодному воздуху. Вот сын сейчас спиливает вот эти вот как раз площадочки. Перед нами проходит. Вот свежее видно, где спилено. Все, потом сюда просто раскатываем, прибиваем и забрасываем. Вот где-то тут сейчас можно посмотреть, Серега, как это выглядит еще раз. То есть вот бревно, к примеру, вот они. Это была черта, причерченная раствором чашечным. То есть чашечный у нас на сантим. Ну, это уже наш скрабинг, мы там сами определили, какие завешивания делать. И вот здесь примерно около 7 миллиметров идет завешивание. То есть чашечным раствором причерчивается паз, вот он на линии остается, сантиметров 15 кусочек. Все сейчас подрезается просто в профиль паза, поднутрение прибирается и все, и степлерится. Очень удобно, не надо ничего подкладывать. Вот. И можно еще глянуть, вот как степлерятся чашки, пазы. Уже прикольно. Ну, все это задавливается в ноль. Вот здесь уже забиты, вот они. Ну, вот видно. То есть здесь, ну, поднутрение, если вот так провести линию, сантиметра 2 примерно, глубина паза. Здесь 2 слоя забит утеплитель. Ну и сколько тут, 1,5, может быть, сантиметр. Вот это вот уже он выпирает, по сути, выпирает. И будет придавлен вот здесь вот, верхним бревном. Здесь произойдет смыкание, прилегание. И все, будет теплый паз. По чашке то же самое. Поднутрения практически нет. То есть мы видим, что чашка плоская, забит утеплитель. Вот так хорошо. И тоже, то есть, когда мы его посадим на бревно, вот здесь вот, ну, кто-то думает, Серега тоже боялся, что будет зависание происходить. Вот, но сейчас он успокоился, потому что уже видит, что все задавливается в ноль. Вот, монолит просто, особенно по чашкам, так как у нас есть скрабинг, вот это завешивание. Ну и поднутрение все равно есть. Почему? Потому что на верхнем бревне у нас есть затес, таким эллипсом, можно сказать, то есть как провальчик такой небольшой формируется, когда мы спиливаем затес. Тем самым автоматическое поднутрение происходит. То есть здесь чашка делается плоско, без всяких там ям, без полостей каких-то, вот выгребают и оставляют вот эти кромки острые, под которые потом скалываются. Все абсолютно плоско, работает отлично.
Потолки в этой бане на разных уровнях у нас будут плоские. Вот здесь вот видно, они чуть-чуть выше балки. Вот здесь, где Серега, чуть-чуть пониже. Парной в прихожке. То есть, видимо, для каких-то еще коммуникаций там может быть рекуператор, чтобы встал, ну и так далее. То есть 2,90, 2,98 у нас это от пола до низа балок, то есть до потолков. Вот здесь. Вот здесь 2,78. Значит, почему 10, сечение 10 на 20 здесь берется? То есть всегда идут споры, причем споры такие, что меня убеждают архитекторы, проектировщики: давай 5 на 20, давай 5 на 15, да что там хватит, там запас там большой, зачем там в холодной помещении это ничего это не надо, зачем такие сечения мощные? Объясняю. Первое. Доска 5 на 20 даже вот берем. То есть если небольшое идет продувание, то есть потолки, ну, бывает тоже не идеально, как бы и парка где-то отходит, и утеплитель где-то не приходит к балкам. Чуть-чуть проникновение холодного, выход теплого воздуха из парной, к примеру, где пар-то это тоже у нас же прям хорошо там будет нагреваться помещение. То есть будет травить, чуть-чуть будет выход происходить теплого воздуха наверх. Там, где у нас выход наверх теплого воздуха, всегда будет конденсат. То есть будет парить потихонечку за 15-20 лет у вас эта балка сгниет в итоге. А все равно здесь человек будет ходить, то есть хоть это и чердачное помещение вот здесь, где балки, все равно масса 100 килограмм, человек будет ходить, и плюс утеплитель тоже, пусть он легкий, но все равно есть масса. То есть, ну, не дай бог, потом это отгниет, и он придет сюда и провалится вниз. То есть зачем нам это надо? Поэтому сечение, то есть 10 на 20 уже будет гнить намного дольше. Вот. То есть и как бы запас прочности явно лучше. Поэтому 10 на 20. Второй момент — это качество леса. То есть 5, доска 5 на 20, если даже с сучком, если она с какими-то там ситовостями, ну, в основном это крупные сучки. На сосне, к примеру, на кедре, это мы сколько должны отбраковать, чтобы выбрать такую доску, да, чтобы она не сломалась по сучкам. Вот. Кто столер, тот знает, что по сучку, если где-то идет давление, то на пятерке, даже на ребро, она просто может сломаться. То есть отбраковка такой доски тоже должна быть капитальная. Мы должны прям много отбраковать, чтобы выбрать на балки. А если их много, то сами понимаете, что это. Это второе. Третье, сама ровность доски, то есть чтобы не сабля, не какая-то там змея, чтобы надо еще отобрать абсолютно ровные. Тоже у пятерки, у хвойных пород изгибы очень часто присутствуют. Даже вот здесь вот на таких 10 на 20, то есть масса большая, вроде бы ровная, но тоже откидываем какие-то сабли, отбраковка происходит. На пятерке это больше. Третье — это удобство монтажа, крепление, допустим, прикручивание тех же саморезов снизу, если подшива, то попасть в десятку намного проще, нежели это будет пятерка, и мы будем стрелять там, находить, и сколько сами видели, что крутят и промахиваются. То есть просто не происходит подтяжка, приходится смещать, крутить еще одну дырку, чтобы попасть, ловить там как-то и так далее. Здесь это тоже проще с этими балками. Вот. Поэтому вот я всегда говорю проектировщикам, то сразу мне на мои срубы проектируем 10 на 20. Все, без каких-то там разговоров лишних. Преступность. Мы давно к ней привыкли. Она стала обычным явлением для больших городов.
Итак, рубленную часть мы собрали, венцы все на месте. Сейчас приступили к установке постенбима. Вот мы видим, сзади меня 3 входных группы у нас закрыто козырьками постенбимовскими. В диаметре 50 сантиметров, то есть здесь у нас кони, стропила, столбики небольшие, выноса, как слеги. Вот, все, 3 штуки поставили. Сзади меня, как мы видим, уже тоже балки. Это все ровные горизонтальные потолки. Будет утепление происходить по ним. То есть здесь вот эта часть вся холодная. Вся холодная. Плюс, значит, у нас кровля двухскатка. Простая двухскатка с 3 фонарями. Вот этими, которые забили мы их. Потому что все разбухает, дожди идут. Кедр чувствителен, то есть все это расширяется маленько. Ну, где-то шлифанули, где-то, значит, посильнее стукнули, затянули стяжками. Вот, удалось все собрать. Вот, сейчас будем приступать к утеплению и установке каркаса основной уже, основной двухскатки. Второй свет у нас здесь будет утепление происходить под кровлю. Вот в этом месте. Рубленые фронтоны, забирка будет подходить вот здесь по этой оси, и вот там, где Серега двигается, уже выход на бассейн. Чтобы, как я уже говорил, здесь у нас холодное помещение, здесь уже теплый второй свет, чтобы холодный воздух не проникал. Здесь у нас все рубленое, то есть забирные фронтоны. Также утепляем сейчас столбики, это псул и джут, на вот здесь вот примыкание, на горизонтальном примыкании, чтобы тоже также у нас не продувало.